находимся сейчас в Казе. Это административный центр долины Спити. И сюда мы приехали вчера поздно вечером из Кальпы. Расстояние между Кальпой и Казой 200 километров, но из Кальпы мы выехали где-то в 11 часов утра и приехали в Казу в 7:30. Так как дорога, которая ведет из Кальпы в Казу, на всем ее протяжении ведутся ремонтные работы, нам несколько раз приходилось останавливаться. И так как идут работы, то дороги в несоответствующего качества, то это замедляло скорость, то есть мы не могли передвигаться на большой скорости. Последние 1,5 часа, но мы уже были в долине, хорошо, что мы были уже в долине Спити, нам пришлось ехать в кромешной темноте, что не очень безопасно. Хотя, в принципе, в это время практически отсутствует движение на дорогах. В долине Спити, то есть дорога идет по долине, это не горная дорога. Но все равно лучше избегать таких ситуаций. И посмотрите, сейчас в долине Спити золотая осень, позади меня желтые деревья. Здесь очень красиво. А что касается погоды, то сейчас октябрь, и днем температура где-то плюс 10, плюс 15, но достаточно холодный ветер, а ночью температура опускается до плюс 5 градусов. И вот там на балконе, вот там вот, стоит Даша, которая уже готова покорять долину Спити, да, и знакомиться с местными красотами. Куда мы сейчас, в принципе, отправимся? Место реально божественное. Наверное, люди, которые здесь живут, безумно счастливы, потому что я уже счастлива. Ну, я не знаю, замечают ли местные люди вот эту красоту вокруг и восхищаются ли они ею так же, как восхищаемся мы, приехавшие из всех комфортных условий, из города, да, и которые просто здесь приехали погостить, полюбоваться и уехать опять в свои уютные гнездышки. Каково здесь жить, да, круглый год. Зимой здесь декабрь, январь, февраль, здесь выпадает снег. Когда мы были летом 2 года назад, то в июне месяце вот на этой вершине не было снега. То значит, да, в октябре уже покрыто снегом. Долина Спити – это холодная пустынная горная долина, расположенная на высоте 4000 метров в Гималаях и сохранившаяся практически в первозданном виде благодаря своей труднодоступности. Это одно из самых холодных мест в Индии. Название Спити означает «срединная земля», то есть земля между Тибетом и Индией. Сейчас мы пришли на центральный рынок Казы и хотим найти место, чтобы позавтракать. На центральном рынке находится очень много различных магазинчиков, и здесь можно купить абсолютно все. И предметы домашней утвари, и одежду, и косметику. Также на рынке и рядом с ним находится большое количество уютных ресторанчиков и различных едалин. В ресторанах подаются блюда тибетской, индийской и европейской кухни. Но вне зависимости от кухни и учитывая удаленность этого района, еда здесь очень-очень вкусная и всегда с красивой подачей. Ну а после завтрака мы продолжим нашу прогулку и знакомство с городом Каза. На высоте пакетики вот так раздуваются.
Город Каза является административным центром долины Спити и наиболее крупным поселением. Здесь проживает порядка 3000 человек. Город разделен на две территориальные части. На севере располагается район нового города, именуемый Каза-Сома. На юге находится район старого города Каза-Кхас. Характерной особенностью старого города являются аутентичные побеленные дома. В новом городе находятся современные административные здания. Здесь располагается автобусная станция, госпиталь, музей, почта, несколько отелей и гостевых домов, а также монастырь Сакья-Каза, куда мы обязательно заглянем. Районы Старой и Новой Казы разделены друг от друга руслом высохшей реки и мостом. Сейчас мы пришли в центральный монастырь города Каза. И посмотрим, что здесь и как выглядит. Вход свободный. Монастырь открыт для посещения и вход бесплатный. Вот такой невероятной красоты монастырь. Очень красивая архитектура. А вот в таких домиках живут монахи. К сожалению, храм монастыря закрыт, и мы не можем попасть вовнутрь. Но сейчас мы попытаемся уточнить, когда он будет открыт, или может кто-то нам может его открыть, и все-таки попробуем пробраться вовнутрь. Получилось попасть вовнутрь храма. Добрый лама открыл нам его. Здесь очень-очень красиво и очень уютно. Монастырь располагается на границе старого и нового города Каза и является довольно молодым монастырем, который был торжественно открыт в 2009 году 14-м Далай-ламой. Сакья Танджут относится к одной из 4 основных школ тибетского буддизма. Данная школа прославилась тем, что в свое время активно выступала за объединение Тибета. Центр школы Сакья располагается в округе Шигадзе Тибетского автономного района КНР.
А сейчас мы хотим подойти поближе к реке Спити. Конечно, дорога не очень легкая, очень сложно подобраться. С одной стороны, когда ты находишься в Казе, то ты видишь русло реки Спити, видишь эту реку, и она кажется очень близко и легко доступна. Но прямой дороги нету, и надо спускаться, подниматься по каким-то холмам и карабкаться через разные преграды. Здесь, по-моему, находится школа и вот такой огромный стадион у школы. И вот так вот снизу выглядит Каза. Ну вот так вот, в общем, выглядит дорога к реке. Учитывая то, что мы находимся на высоте 4000 метров, конечно, такие разные походы, подъемы и спуски даются не очень легко. Ну вот такой спуск нам надо сделать к реке, и потом такой же подъем. Мальчик. Ну вот, в результате мы добрались до реки. И все-таки наши мучения, чтобы добраться сюда, стоили этого, потому что здесь невероятно красиво. И сама река, она такого невероятного интересного цвета. Обычная река или бирюзовая, или синяя. А здесь она какой-то имеет оттенок такой немного сероватый. Прям такой вот очень красиво. Начало реки Спити исходит от ледника, который находится около перевала Кунзум-Ла. Так как этот район Гималаев является холодной пустыней и здесь практически не бывает дождей, река содержит только талую ледниковую воду. По всему маршруту к нам еще присоединился один член. И вот он с нами и туда, к реке спустился, и сейчас он с нами возвращается. Вот такой традиционный домик местный. А вот это вот в углу черная, это вот такая, как сказать, печка, наверное, которая используется в традиционных домах. На ней готовят еду, и в то же время она обогревает дом. Ну а мы возвращаемся обратно в отель, так как уже не немножко, а достаточно холодает и темнеет. Фу.
Но все довольные, счастливые. Хоть путь к реке был очень сложным, и подъем тоже не из легких. Но да, все-таки мы получили удовольствие и не жалеем, что мы спустились к реке. Да-да-да-да-да. И немножко меня в кадре. В ленту, как я тут прохожу мимо традиционных жилищ тибетских, дрова, ребятишки маленькие. Вот. Конечно, такого вот плана домики, хотя они построены в традиционном тибетском стиле, но это новое здание. И, в принципе, они так выглядят достаточно хорошо. А вообще традиционные, они тоже есть, но они такие поменьше размером, и стены у них обычно сделаны из глина, наверное, с навозом замешанная. Вот. А вот, кстати, я как раз прохожу. Вот это такой домик из разряда старых, но вот его тоже облицовывают. И видно, вот какой он малюсенький. Но вот в этих старых домах даже не знаю, живет в них кто-то или нет. Скорее всего, что жители уже переехали в новые, более добротные дома. Просто старые дома, их никто не сносит. Ну а мы продолжаем идти в наш отель. И я вот вам просто хочу показать, как выглядят здесь улицы и дома. Идти тяжело, как я и говорила, потому что мы находимся на 4000 метров. И тяжело идти, и тяжело говорить одновременно.